Всем привет! Сегодня у меня будет домашний влог с кофе с маршмеллоу. Так как сегодня погода у нас вообще не шепчет. Было желание съездить за покупками, но как-то мне не повезло с погодой. Поэтому мы просто посидим дома, и я хочу все-таки чуть-чуть переделать свою елку, потому что она у меня, мягко говоря, не очень. Она меня не впечатляет. Мне кажется, что мне хотелось бы больше снега. Я ведь скучаю по снегу. Я сибирская девчонка. Я решила немножко ее переделать. Может быть, у меня получится, может быть, и нет, конечно. Ну, ничего страшного. Сделать вид, что вы ничего не поняли. Еще, ребят, я хотела бы вас попросить поставить сразу пальчик вверх. Если что-то не понравится в моем видео, вы всегда сможете поставить в конце пальчик вниз. Это очень помогает развитию моего канала. И подпишитесь, вы всегда будете в курсе, у вас всегда будет возможность, например, включить фоном мое видео и заниматься своими делами. А для меня это будет очень приятно. А еще на моем видео всегда есть субтитры. Почему я к этому пришла? Потому что иногда хочется где-то посмотреть видео в общественном месте, но не хочется, чтобы был звук. Можно всегда поставить значок субтитры и просто читать, что человек говорит. И также я субтитры всегда делаю на разные языки, то есть всегда есть перевод. Так что смотрите мое видео, наслаждайтесь и не забывайте поставить пальчик вверх и подписаться. Пока пью вкусняшку, решила порассуждать про новогоднее настроение. Хочу поделиться несколькими лайфхаками, как создать хорошее новогоднее настроение. Один из лучших вариантов, я считаю, это отправить новогодние открытки. Вообще, открытки лично я люблю получать, и как из путешествий из других стран, или когда друзья присылают тоже из других стран, или из городов. Было бы, я считаю, интересно отправить новогодние поздравления и ваши позитивные мысли вашим друзьям. Просто выберите открытки с новогодней тематикой, подпишите их от души и отправляйте в разные города, а может быть даже и страны. Одно осознание того, что к друзьям летит написанное на бумаге ваше поздравление, должно радовать и добавлять как минимум 100 очков плюсов в вашей карме. Следующий лайфхак, на мой взгляд, это испечь печенье. А если еще оно с каким-то интересным рецептом, там от бабушки доставшееся, или просто испеченное от души, любое, там, например, я люблю ванильное печенье, песочная печь, моим друзьям очень нравится. Также люблю печь с корицей, новогодние, мне кажется, печенье, особенно в виде человечков, в самый раз под создание новогоднего впечатления, настроения. Кстати, про подарки и открытки у меня есть видео, так что можете посмотреть мои мысли по этому поводу. Также для меня, считаю очень забавным, это играть в тайного Санту. Особенно, если вы играете с коллегами или там одногруппниками, или, в общем, в каком-то коллективе определенном. Не только дома, как бы и так все понятно. Подарки дарят и тем самым создают новогоднее впечатление, новогоднее настроение. А вот когда на работе получаешь маленький презент и как-то впечатляешься, больше у тебя сразу настроение поднимается. Главное, что здесь нужно определиться с бюджетом и включить фантазию. Еще один лайфхак – это купить свитер. Красный, лучше, если это будут снежинки, лучше, если на нем еще будут такие олени или какой-то орнамент, напоминающий о Новом Годе. Это будет вообще потрясающе. Все, у кого есть новогодние свитера, вы счастливые люди. А еще я считаю, классно бы почитать какую-то новогоднюю книгу. Там «Как Гринч украл Рождество», или какой-нибудь «Полярный экспресс», или «Ночь перед Рождеством». Обожаю «Ночь перед Рождеством» читать, если честно, уже который год. У меня это прямо лайфхак из лайфхаков просто. И обязательно не забудьте про плед, горячий шоколад, кофе или какао с маршмеллоу. Это точно добавит новогоднего настроения. Еще можно запустить обратный отсчет. И пусть даже у вас будет какой-то календарь, который можно зачеркивать дни. Мне кажется, это такое приятное чувство ждать чего-то волшебного. Главное, чтобы ожидание праздника не стало приятнее самого праздника. Установите также обои на телефон или на компьютер, на планшет. Новогодние обои добавят в вашу жизнь атмосферу волшебства.
Также можно посетить праздничные мероприятия. Но, конечно, в наше время сейчас очень это сложно, хотя пока еще не поставили конкретный запрет. Ну, по крайней мере, можно встретиться с друзьями, куда-то сходить, туда еще куда возможно. Поэтому стоит лишь немного поискать в интернете, и идея всегда найдется. Один из, я считаю, самых главных лайфхаков – это купить елку. Вот она настолько поднимает вот новогоднее настроение. Пусть она, если, например, у вас мало места, купите себе маленькую. Если у вас большой загородный дом, купите туда здоровую елку. А может, у вас есть возможность нарядить елочку во дворе, это вообще будет потрясающе. А если у вас еще и снег есть, боже, ну вы просто баловень судьбы. Я все-таки хочу сейчас переделать свою, я покажу, что получится. Потому что пока наряжаешь елку, уже вот это чувство ожидания прекрасного, оно просто переполняет. И, конечно, наступает новогоднее настроение. Одни только эти душевные, милые хлопоты, когда ты покупаешь игрушки, наряжаешь елку, покупаешь там всякие гирлянды, украшения. Новый год просто обязан наступить в ближайшие дни. Также можно просто прогуляться по центру. Вот в любом городе, в любой стране центр самый красивый. И это факт. Ведь в центре всегда все так украшено красиво. Остается лишь только любоваться этими огоньками, какими-то снежинками, вообще красотой вокруг себя. Так что выделите время и пройдитесь по центру, прогуляйтесь. Там удивительно красиво. Также, пока будете гулять, не забудьте купить подарки близким. Это, мне кажется, один из самых приятных процессов подготовки к Новому году и, конечно, доставляет больше настроения даже тому, кто их готовит, кто их покупает, чем скорее тот, кто получает. Главное, чтобы подарок был от души, и еще будет приятно, если вы попадете на хорошие скидки. А когда будете покупать подарки, не забудьте порадовать и себя, ведь вы у себя самый дорогой, любимый и лучший в мире человек. Еще один лайфхак. Достаньте новогоднее постельное белье. А если у вас нет, как раз есть причина его купить. Оно также доставит вам хорошее настроение, ведь засыпать и просыпаться среди каких-нибудь снежинок, елочных игрушек – одно удовольствие. Можете поверить. Тем, кто, например, счастливый и живет среди снега, или в вашем городе уже есть снег, а если вы живете в деревне, вы вдвойне счастливый человек, то обязательно слепите снеговика. Вспомните детство, как это было здорово. А у меня вот, например, до сих пор осталось как вспышка воспоминания, когда вечер, темно, горят фонари, и папа везет нас с братом на санках на горку кататься. И идет снежок, и он так красиво блестит, переливается в свете фонарей. Осталось вот это приятное воспоминание. Те, у кого есть возможность зимой увидеть и потрогать снег, вы самые счастливые люди, поверьте мне. А еще есть один хороший лайфхак. Если у вас с руками все в порядке, сделайте елочные игрушки самим. Вообще, какое-либо украшение, декор дома, что-то, что, во-первых, будет вдохновлять на новогоднее как раз настроение, а также это будет поднимать вам новогоднее настроение, вам, окружающим, вашим домашним, любимым, близким людям, кто будет это видеть. И всегда ведь приятно сделать что-то своими руками. Я, знаете, вспомнила еще один классный лайфхак. Я думаю, мы даже с вами вместе его сделаем. Знаете какой? Написать письмо Деду Морозу. Реально, серьезно, написать письмо Деду Морозу. Великий Устюг, у него есть своя почта. Я обязательно оставлю ссылку под видео в описании. Посмотрите, отправьте письмо Деду Морозу. Там так и называется почта Деда Мороза. Там нет особых правил, просто пишите, что бы вы хотели, приклеивайте марки и бросайте в почтовый ящик. А дальше просто ждете чуда. Вдруг Дед Мороз и письмо прочтет, и желание исполнит. А если у вас есть возможность, то сами отправляйтесь в Великий Устюг в гости к Деду Морозу. Вот я бы с удовольствием съездила. Жаль, сейчас в нынешнем положении затруднительно куда-либо ездить. Но все же все, кто любит путешествовать, меня поймут. Как здорово иногда очутиться в таких местах, где просто начиналась, рождалась сказка. Это как увидеть северное сияние. Ну а если у вас нет возможности в Устюг уехать, то вы можете просто путешествовать. Понятно, что скорее всего это будет по России, но все же
Если у вас есть возможность съездить в гости к родителям, ведь Новый год — это семейный праздник, я считаю, это было бы, мне кажется, самое новогоднее настроение. Не забудьте, кстати, купить колпачок Санты. Мне кажется, он как раз заряжает вот этим Новым годом, что-то дает такое волшебное. Вот свитер и колпачок — это просто неотъемлемая часть Нового года. А еще, мне кажется, хорошая будет идея дарить мандаринки. Можно как своим коллегам, так и незнакомым людям. Знаете, как практика показывает, радуешь других, радуешься и сам. Еще идея, можно устроить фотосессию. Ведь всегда потом приятно смотреть эти фотографии, ох, и вспоминать, это было в таком-то году, это был Новый год. И вот такая была фотосессия. Также не забывайте слушать музыку. Вот особенно такую, там, как Фрэнк Синатра, например, включить, и у вас сразу поднимается новогоднее настроение. Ходите по квартире, занимаетесь своими делами, что-то делаете и так далее. И у вас уже новогоднее настроение, потому что там let it snow, let it snow, let it snow. Не забывайте окружать себя также новогодними ароматами. Корица, мандарин, анис, гвоздика, хвой, если у вас есть хвойная веточка. А если у вас настоящая елка, вы просто герой. И новогодние фильмы не забудьте посмотреть. Это тоже хороший лайфхак, поднимающий новогоднее настроение. Потому что есть какая-то особенная магия в фильмах. А еще по возможности отдохните. Займитесь собой. Неважно, мужчина вы или женщина, иногда просто хочется полежать в ванной, которая будет наполнена каким-то особенным ароматом, который вам нравится. У вас от этого даже в душе будет теплее и приятнее. Ну а новогоднее настроение просто обеспечено. Ну и напоследок, заключительный лайфхак. Планируйте Новый год. Ведь что вы планируете, того и ждете. А Вселенная может и услышать то, что вы хотите, и подарить. Вот такие мои лайфхаки вам на Новый год, для новогоднего настроения. Ну что, поболтали, теперь пойду наряжать елку, покажу, что получится. Спасибо, что смотрите мои видео. В общем, я нашла пакет, куда поставить елочку полностью раздела, так скажем. Все, она без игрушек. И сейчас хочу покрыть снежком. Такой вот у меня снежок, снег декоративный. Сейчас сболтаю и попробую вот нанести на веточки. Ну вот, ребят, вот так мне елка нравится больше. И даже там звездочку повесила наверх. Все-таки с белым напылением она более эффектней.